Всем доброго времени суток. Вы на канале «Ну что, свяжем?» И я Оля. Рада приветствовать всех гостей, новичков на моем канале. Канал об узорах, связанных крючком. Заходите, не стесняйтесь, гуляйте по каналу, смотрите видео. Обязательно заглядывайте в плейлисты. Узоров уже очень много, они для вашего удобства собраны в небольшие коллекции по названию плейлистов. То есть так и смотрите. Узоры из рельефных, да, столбиков, например, шалик крючком, палантины крючком и так далее, и так далее. Поймете, разберетесь. Я надеюсь, видео вам понравится. Вы ставите свои лайки, комментарии. Естественно, не забудьте подписаться, чтобы не потерять канал, и нажимайте на колокольчик, так вы узнаете, когда на моем канале появятся новые видео. Своим постоянным зрителям, подписчикам, подписчицам, мастерам, мастерицам отдельный привет, отдельные слова благодарности. Вы моя большая группа поддержки, не устаю каждое видео это говорить. Спасибо за ваши отзывы, за ваши комментарии, теплые, хорошие, добрые слова. И я к вам сегодня с новым узорчиком, но с такими ниточками, с которыми мы уже работали. Именно в такой цветовой палитре, да, у нас есть уже узорчик. Новички, смотрите. Это Alize Angora Gold Simli. Так, видите, как они блестят? Что у нас в составе? Так, в 100 граммах 500 метров. Состав 75% акрил, 20% шерсть и 5% металлик. Видите, вот поэтому она так вот переливается. Ниточка очень интересная, ниточка классная, но вяжите с ней аккуратно. Итак, крючок нам говорят от 2 до 4. Я вяжу 3. Смотрите, под себя подбирайте, как вам будет удобнее. То есть можете брать 2, 3, 4. Понятно, да? Итак. Цвет, девчата, девчата, ребята, спрашивает. Цвет 71 здесь. И вы меня спрашиваете, ну, некоторые спрашивают, почему я не беру ниточки с середины моточка, да, а беру с краешку. Когда вяжу изделие, я беру середины моточка. Так действительно намного удобнее. А когда вяжется образец, и ниточек нужно совсем немного, мне удобнее брать с краешку, и так вот моточек чуть-чуть уменьшается. А если середины брать, он вот такой рыхлый становится. Ну, надо как-то условия, чтобы его хранить. Итак. Смотрите, ниточка, новички. Какая ниточка? Видите, она такая вот пушистенькая. Ну, не сильно пушистая. Есть пушистее. Есть пушистее. Сейчас возьму, покажу. Видите, она так вот. 3 ниточки у нее. Поэтому, когда вяжете, вяжите аккуратно. Если вдруг ошибетесь, обсчитались, неправильно провязали, распустить можно, но будет делать это сложновато. Угу. Смотрите, ниточка сама по себе какой-то голубой или серый цвет передает. На самом деле она такая нежно-грязно-фиолетовая. О, как назвала. Итак, кто давно на канале знает, что я делаю небольшие образцы буквально в районе 30 петелек. Сегодня мы сделаем с вами узорчик. Раппорт узорчика будет 10 петелек. Мы с вами наберем еще одну, да, чтобы красивый узорчик лег. И так как ниточка тоненькая, давайте наберем с вами 41 воздушную петельку. Договорились? Так. Петелька фиксации, все как всегда. Мы ее при наборе петелек не считаем. Вот, зафиксировали и зафиксировали. А дальше 41 воздушная петля. Поехали. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 и 41. Вот такой наш будущий образец будет, да? Ну, отличный. Дальше что мы делаем? Ну, я, естественно, как всегда, предлагаю, да, новичкам провязать вспомогательный ряд. Мастера-мастерицы опытные можете пропускать, да, данный ряд и провязывать непосредственно узорчик. А новички, чтобы не запутаться в воздушных петельках, провяжите столбики, так будет намного удобнее. Смотрите, 3 воздушные петельки, 1, 2, 3. Далее считаем 5-ю петельку от крючка, 1, 2, 3, 4, 5, накид, и в 5-ю петельку ныряем и провязываем столбик с накидом. Угу. Далее следующая петелька, точно так же косичку ныряем, вытягиваем ниточку и провязываем также столбик с накидом. И мы должны будем с вами провязать вот так вот столбиками с накидом весь ряд. Но заранее предупреждаю, новички, кто будет провязывать, да, вязать будете медленно. Первый ряд всегда набирается медленнее. Спросите опытных мастериц. Первый ряд аккуратнее, медленнее набирается. Остальные ряды вяжутся быстрее. Так что не переживайте, не тушуйтесь. Все мы набираем медленно. Опытные мастерицы, напишите в комментариях, успокойте новичков, да? Вот, смотрите. И вот так вот в каждую петельку ныряем и провязываем столбики с накидом. Если вы повторяете за мной и набрали 41 воздушную петельку, то у вас должен получиться 41 столбик с накидом. Вот эти 3 петельки, которые мы с краешку набирали, это тоже имитация столбика. То есть вы тоже считаете эти 3 петельки, понятно? Все, давайте до конца ряда. А в конце ряда я вас встречаю. Так, получилось.
Я уверена, что у вас получилось. Все столбики ровненькие, аккуратненькие, идут друг за дружкой. Так вот получилось. Что делаем дальше? Смотрите, закончили последний столбик, просчитали, да, чтобы у вас все совпало, как вы набирали. Воздушная петелька, поворот. И сюда же, в этот же столбик, в верхушку мы ныряем, вытягиваем ниточку и провязываем столбик без накида. Есть. Далее 4 воздушные петельки. Раз, два, три, 4. А здесь, смотрите внимательно, пропускаем 4 столбика. Раз, два, три, 4. И в пятый ныряем, вытягиваем ниточку и провязываем столбик без накида. Со столбиками намного удобнее, согласитесь. Идем дальше. Опять делаем 4 воздушные петельки. Раз, два, три, 4. Пропускаем 4 столбика первого ряда. Раз, два, три, 4. И в пятый ныряем, вытягиваем ниточку, провязываем столбик без накида. Все, ничего сложного. Вот такие вот окошечки, арочки будем делать на протяжении всего ряда. Понятно, да? 4 воздушные петельки сделали, 4 столбика пропустили. Раз, два, три, 4. В пятый ныряем. То есть, если бы вы делали без столбиков, да, без первоначальных, то вы пропускали бы в первом ряду 4 воздушные петельки, столбик, 4 воздушные петельки, столбик. Понятно, да? Все, давайте так вот до конца ряда. В конце ряда я вас встречаю. Так, надеюсь, все получилось. Вот такие вот окошечки у вас нарисовались, да? И смотрите, в последней, получается, 4 воздушные петельки делаем. Пропускаем 4 столбика. Раз, два, три, 4. И вот у нас здесь, помните, были 3 петельки подъема. В третью петельку вот так вот ныряем, вытягиваем ниточку и провязываем столбик без накида. Все, весь наш ряд готов. Идем дальше. Одна воздушная петелька, поворот. И сюда же, в верхушку этого же столбика ныряем, вытягиваем ниточку, провязываем столбик без накида. Есть. Далее делаем 2 воздушные петельки. Раз, два, накид. И вот там, где у нас был столбик в предыдущем ряду, в верхушку этого столбика ныряем, вытягиваем ниточку и провязываем столбик с накидом. Есть. Далее 4 воздушные петельки. Раз, два, три, 4. Накид. И сюда же опять ныряем и провязываем столбик с накидом. И мы, так скажем, вот такую вот рогаточку формируем. Далее 2 воздушные петельки. Раз, два. И в следующий столбик, вот в этот вот столбик без накида предыдущего ряда, ныряем и провязываем тоже столбик без накида. Вот, понятно? То есть начинается столбик без накида, рогатка, столбик без накида. Продолжаем дальше. 2 воздушные петельки. И следующий столбик ныряем, провязываем столбик с накидом, формируем рогаточку. 4 воздушные петельки. И сюда же опять столбик с накидом. Еще одну рогаточку сделали, 2 воздушные петельки. И опять присоединяемся к столбику без накида предыдущего ряда. Столбиком без накида. Понятно? И вот такая вот будет красота. То есть столбик без накида, рогатка, столбик без накида, рогатка, столбик без накида и так далее, одинаково до конца ряда. У вас получится. Давайте, несложно. Так, смотрите, вот наши рогаточки получились. Как мы заканчиваем ряд? После последней рогатки 2 воздушные петельки. Так, и вот последний столбик без накида. Вводим крючок, вытягиваем ниточку и провязываем точно так же столбик без накида. Все, ряд закончен. Далее смотрите. 3 воздушные петельки. Раз, два, 3. И здесь у нас ряд будет состоять из столбиков с накидом. Будем делать такую волну из столбиков. Смотрите, вы можете провязывать, вот у нас идут арочка из 2 воздушных петелек. Вы можете сюда в арочку нырять и провязывать 2 столбика с накидом. Раз столбик с накидом, 2 столбика с накидом, да? И так далее. Я вам покажу, как дальше вязать. Но на этом этапе я вам хочу сделать акцент. Если у вас позволяет ниточка, позволяет крючок, да, позволяет зрение, внимание, усидчивость, вы можете сделать каким образом? Я в предыдущих видео показывала. Вы можете не в саму арочку нырять, а прям такая тонкая ювелирная работа, в саму петельку ныряете, вытягиваете ниточку и провязываете столбик с накидом. Раз, два. И вторая воздушная петелька, опять же, в саму непосредственно косичку ныряете, вытягиваете ниточку и провязываете раз, столбик с накидом, 2. Я в предыдущих узорчиках показывала, какая будет разница между тем, когда вы провязываете в петельках и когда вы провязываете непосредственно в арочку. Когда в арочку немножко рыхловато получается, а когда в петельку, ну вот прям литое. Если у вас есть возможность, если возможности нет, да, не позволяет ниточка, крючок, а возможно зрение, бог с ним, и так будет красиво. Не напрягайте себя, понятно? Вязание должно быть в удовольствии. Итак, 2 воздушные петельки, 2 столбика. Идем дальше. Вот она, первая ножка нашей рогатки. Ныряем в верхушку и провязываем столбик с накидом. Есть. Вот здесь наша рогаточка, да, была 4 воздушных петелек. Вот здесь давайте ныряем непосредственно в саму арочку. Раз столбик с накидом,
2 столбика с накидом. Далее 2 воздушные петельки. И сюда же опять ныряем в эту же арочку. 1 столбик с накидом, 2 столбика с накидом. Понятно? Дальше вторая ножка нашей рогатки. Опять в верхушку столбика ныряем и провязываем 1, 2. 2 петельки, да, столбик с накидом. А далее смотрите внимательно, что мы будем делать. Опять у нас идут 2 воздушные петельки. Либо вы ныряете, да, в арочку, либо вы провязываете в петельку. То есть я сказала, да, потом дальше вы уже сами решаете. Итак, столбик с накидом 1 и столбик с накидом 2. Но, смотрите, учтите, здесь будет не полный столбик. Понятно? То есть один раз провязали 2 петельки, стоп, остановились. У нас 2 петельки на крючке. Накид. Вот предыдущий столбик без накида, который у нас стоял, мы его пропускаем. И сразу же перепрыгиваем вот в эту арочку. Понятно? Здесь провязываем 2 столбика. Первый столбик, смотрите как. Раз, вытянули ниточку, провязали 2 петельки и тоже стоп. И вот у нас получается на крючке 3 петельки. И вот теперь их все вместе. Опа! Понятно? И второй столбик провязали, нырнули в косичку и просто обычно столбик с накидом провязали. Далее у нас идет рогаточка. Ныряем в первую ножку, верхушку, провязываем столбик с накидом. Арка. Ныряем в нее, вначале провязываем 2 столбика с накидом. 1, 2. 2 воздушные петельки. 1, 2. И сюда же ныряем и опять провязываем 2 столбика с накидом. 1, 2. То есть, если вы внимательно посмотрите, вы увидите, да, что здесь у нас получается верхушка волны, а здесь получается как бы низ волны, да. То есть, если вы вязали крючком волны, то знаете, да, здесь мы прибавляем, здесь убавляем, здесь прибавляем, здесь убавляем. Так, идем дальше. После арочки идет ножка. Рогаточки, ныряем в верхушку ножки, провязываем столбик с накидом. И вот наши 2 воздушные петельки. Ныряем и провязываем. 1 столбик, второй столбик у нас будет неполный, помните, да? Нырнули, вытянули ниточку, провязали, стоп. То есть на крючке у нас 2 петельки. Накид. Перепрыгиваем через этот столбик, сразу же в воздушную петельку, либо вот в эту арочку. И провязываем еще 1 столбик с накидом, стоп, то есть не полный. А теперь их все вместе. 1, все, красота, красота. И так далее до конца ряда. Самое главное, не забудьте в арочке сделать воздушные петельки, а здесь получается в низинке провязать 2 столбика вместе. Все, вот такой красивый ряд. Давайте до конца ряда, а в конце ряда я вас встречаю. Так, смотрите, провязали практически до конца ряда. Практически почему? Хочу показать, как заканчиваем. Итак, вот мы провязали рогаточку, ножку провязали, да, и тут у нас получается должно быть 2 столбика. Первый мы провязали, второй, смотрите, как провязываем. Ныряем, да, получается, либо в арочку, либо в петельку и провязываем не до конца. А тут у нас с вами есть еще 1 столбик без накида предыдущего ряда. Вот в него ныряем, вытягиваем ниточку, провязываем опять столбик не до конца. И теперь все 3, получается, петельки провязываем вместе. 1, все, ряд закончен. Далее мы с вами должны будем сделать 4 воздушные петельки. 1, 2, 3, 4. Только лишь для того, чтобы потом увидеть, чтобы наш ряд выровнять. Итак, поворот. И теперь смотрите, делаем накид. И смотрите внимательно. Вот у нас была рогаточка, да? Через ряд смотрим. Вот ножка рогатки, вот на ней был столбик. Вот к этому столбику мы и присоединяемся к верхушке и провязываем столбик с накидом не полностью. Стоп. Накид. Дальше смотрите, вот в этом ряду рогаточка. Вот мы к этой ножке присоединяемся, да, перед воздушными петельками. И точно так же провязываем столбик с накидом, но не полностью. 2 петельки, стоп. А теперь провязываем все вместе. 1. Понятно? Так вот, собрали все столбики. 4 воздушные петельки. 1, 2, 3, 4. Ныряем вот в эту арочку из воздушных петелек и провязываем столбик без накида. Есть. Далее 4 воздушные петельки. 1, 2, 3, 4. Теперь смотрим накид. И делаем непосредственно опять столбик с накидом. Вот наша рогаточка была, да, вот к этому столбику, который после воздушных петелек. Провязываем столбик с накидом не полностью. Да? 2 петельки, стоп, накид. Теперь направляемся. Вот она, рогаточка предыдущего ряда. Вот он, столбик на рогаточке, на ножке рогаточки. Присоединяемся к этому столбику. Неполный опять столбик с накидом. Угу. 2 петельки, стоп. У нас 3 петельки на крючке. Накид. Теперь, смотрите, сразу же перескакиваем вот к ножке, вот к этой рогатке. Вот к этому столбику. Присоединяемся и провязываем столбик с накидом. Стоп. Видите, у нас уже 4 петельки на крючке. Накид. Вот наша рогатка предыдущего ряда. Вот к этому столбику присоединяемся и провязываем опять столбик с накидом. Угу, стоп.
Вот у нас получается с вами 5 петелек на крючке. Их провязываем все вместе. Раз. Видите, как бы собрали вместе в кучку таким паучком. 4 воздушные петельки. Раз, два, три, 4. Вот наша рогаточка. 2 воздушные петельки. Ныряем в эту арочку и провязываем столбик без накида. Понятно? То есть у нас здесь как бы половинка вот этого паучка была. Вот такой паучок нарисовался. Идем дальше. Опять 4 воздушные петельки. Раз, два, три, 4. Накид. Смотрите. Вот арочка этого ряда, рогаточка. Во вторую ножку ныряем. Провязываем столбик, неполный столбик с накидом. Стоп. Накид. Вот наша ножка идет от предыдущего, получается, рогаточки. Вот столбик. В этот столбик ныряем. Стоп. Накид. Вот опять ножка идет предыдущей рогатки. Ныряем в этот столбик. Стоп. Накид. И вот последняя наша как бы рогаточка последнего ряда. Ныряем в первую ножку, вытягиваем ниточку, провязываем столбик с накидом неполный. Стоп. Теперь, когда 5 петелек на крючке, провязываем их вместе. Раз за раз. Оп. Понятно? 4 воздушные петельки. Раз, два, три, 4. И опять присоединяемся вот к нашей арочке, к воздушным петелькам. Понятно? И у вас как бы будут здесь собираться. Вот таким вот образом собираться наши, получается, паучки. Угу. Я надеюсь, понятно. Давайте до конца ряда самостоятельно. В конце ряда я вас встречаю. Давайте, у вас получится. Так, я надеюсь, довязали до конца. Все получилось. Хочу показать, как заканчиваем ряд. Итак, когда мы провязали в арочку столбик без накида, сделали 4 воздушные петельки, точно так же мы присоединяемся вначале вот к этому первому столбику после воздушных петелек, делаем неполный столбик с накидом. Далее вот продолжение нашей ножки, да, нашей рогаточки. Делаем также неполный столбик с накидом. А вот здесь получается, смотрите, мы должны будем присоединиться вам. Вот, помните, мы провязывали 2 столбика вместе, да, вот за одну верхушечку. Сделаем 2 накида здесь. Присоединяемся к этой верхушечке, вытягиваем ниточку и провязываем столбик с 2 накидами. Смотрите, 2 петельки, только потом стоп. Понятно? То есть так мы выровняем нашу вот это вот нашего паучка. И теперь провязываем все вместе. Раз, провязали. Понятно? То есть здесь у вас было, получается, 4 петельки, да, воздушные. А здесь, получается, будет столбик с 2 накидами. Все, единственное различие. Идем дальше. Воздушная петелька, поворот. И вот сюда, за верхушку вот этого нашего паучка, беремся и провязываем столбик без накида. Есть. Далее делаем 4 воздушные петельки. Раз, два, три, 4. И там, где у нас был столбик без накида предыдущего ряда, присоединяемся к этому столбику. Вытягиваем ниточку и провязываем столбик без накида. Раз, два, три, 4 воздушные петельки. Теперь присоединяемся, вот где у нас был с вами паучок провязанный, да? Вот присоединяемся, провязываем столбик без накида. Раз, два, три, 4. Перешагиваем опять к столбику без накида и провязываем столбик без накида. Раз, два, три, 4. Вот наш был паучок. Присоединяемся и провязываем столбик без накида. И так далее до конца ряда. Понятно? То есть мы сейчас с вами будем провязывать точно так же, как мы провязывали самый-самый первый ряд. Помните? Столбик без накида, 4 воздушные петельки, столбик без накида. То же самое провязываем и здесь. Давайте до конца ряда у вас получится. Так, я надеюсь, все получилось ровненько, аккуратненько, да? Смотрите дальше. Вот мы присоединились, получается, к нашему вот этому последнему паучку столбиком без накида. А вот теперь будет небольшое отличие, да? То есть мы с вами провязали, получается, как первый ряд, да? Далее начинается наш, повторяем второй ряд, но с небольшим изменением. Смотрите. 4 воздушные петельки подъема. Раз, два, три, 4. Поворот. 1 воздушная петелька узорчика. Сделали. Теперь ныряем сюда же, там, где у нас был столбик без накида, и провязываем столбик с накидом. Раз. 1 воздушная петелька. Сюда же, опять же, ныряем, провязываем столбик с накидом 2. Готово. 1 воздушная петелька. И вот там, где у нас были столбики без накида, да, раз ряд столбик без накида, 2 ряд столбик без накида, опять сюда же ныряем и провязываем опять столбик без накида. Воздушная петелька. Перебираемся к следующему столбику без накида и провязываем столбик с накидом. Раз. Воздушная петля. Столбик с накидом 2. А здесь у нас будет 3 воздушные петельки. Раз, два, 3. И опять сюда же ныряем.
столбик с накидом. Раз. Воздушная петелька и сюда же столбик с накидом 2. Воздушная петелька и переключаемся вот к нашему столбику без накида. Понятно? Вот такая вот красота. То есть если мы в самом начале набирали просто одну рогаточку, то теперь у нас будет вот такой вот интересный веерочек. Между столбиками по одной воздушной петельке, а в центре получается у нас 3 воздушные петельки. Да? Здесь у нас получается было 4 воздушные, здесь 3. Не перепутайте. Угу. Вроде как повторение, но отличается. Все, и так далее. Опять воздушная петелька, переключаемся вот в эту, получается, столбик без накида и провязываем наш большой такой веерочек. Столбик с накидом 1, воздушная петелька, столбик с накидом 2. Дальше 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. И возвращаемся сюда, провязываем еще таких же 2 столбика. Столбик с накидом 1, воздушная петелька, столбик с накидом 2. Воздушная петелька и переключаемся на столбик без накида. Оп, вяжем столбик без накида. Понятно? Вот такие вот у нас получаются интересные веерочки. Все, до конца ряда. В конце ряда я вас встречаю. Давайте. Так, смотрите, красота. И как мы заканчиваем ряд? То есть получается у нас здесь с вами 2 столбика с накидом и 3 воздушные петельки, да? А мы должны закончить, смотрите, 2 столбика с накидом, между ними по воздушной петельке. Так, провязали последний, получается, столбик с накидом, делаем воздушную петельку, а здесь, смотрите, 2 накида и ныряем сюда же, в этот же столбик, где мы провязывали столбики, и провязываем столбик с 2 накидами. Мы в самом начале начинали с 4 воздушных петелек, здесь получается столбик с 2 накидами. Идем дальше. 3 воздушные петельки, 1, 2, 3, поворот и 1 воздушная петелька узорчика. Теперь смотрите, вот у нас где была воздушная петелька, да, мы можем нырять непосредственно в арочку, так, а можем нырять непосредственно вот саму косичку. 1, и провязали столбик с накидом. Далее, смотрите, следующий, получается, это мы нырнули в арочку, следующий у нас идет столбик, мы ныряем непосредственно в верхушку столбика, провязываем столбик с накидом здесь. Далее у нас идет опять воздушная петелька, можем нырнуть в арочку, а можем в саму петельку, да, как вам удобнее. И провязываем опять столбик с накидом. Следующий получается столбик с накидом предыдущего ряда. Опять в него тоже ныряем в верхушку и провязываем столбик с накидом. А вот здесь, смотрите, у нас было 2 воздушные петельки. 1 воздушная петелька, и вот здесь 2 воздушная петелька. Да? Помните, как мы вот здесь внизу провязывали низинку? Мы должны эту низинку провязать точно так же. То есть вы либо ныряете вот так в арочку, либо в петельку. Я нырну в петельку. 1. Провязали 2 петельки, стоп, накид. Ныряю в следующую петельку. Да, то есть столбик пропускаем без накида. Ныряем в следующую петельку, вытягиваем ниточку и провязываем столбик с накидом неполный. Вот, у нас 3 петельки на крючке, мы их провязываем вместе. Оп, понятно? То есть опять у нас идет ряд весь из столбиков с накидом, но здесь немножечко как бы отличается от начального нашего раппорта. Идем дальше. В столбик, столбик. Есть. В воздушную петельку тоже столбик с накидом. В столбик с накидом, столбик с накидом. Так. Далее, смотрите, вот у нас идет арочка. Вот в эту арочку мы в этом ряду ныряем одним столбиком, одним, да, в предыдущем у нас было 2, здесь у нас 1 столбик, 2 воздушные петельки, и сюда же мы ныряем одним столбиком. Делаем вот такую рогаточку. Далее столбик, столбик. Далее воздушная петелька идет. Мы в нее ныряем, либо в арочку, либо в петельку, провязываем еще столбик. Столбик, столбик. Так. И вот эта вот низинка, опять будем провязывать 2 столбика вместе. То есть провязываем неполный столбик с накидом. Стоп, накид. Пропускаем столбик без накида и следующий провязываем столбик с накидом. Стоп. И теперь 3 петельки вместе. 1. Понятно, да? Все, и дальше переключились опять. Столбик. В воздушную петельку тоже столбик с накидом. Вот таким вот образом. Опять столбик. И наша арочка. В нее столбик. 2 воздушные петельки, столбик и так далее. И возвращаемся обратно. Видите? То есть здесь у нас получается вот такие вот волны наши. Угу. Угу. Давайте до конца ряда. В конце ряда я вас встречаю. Так, смотрите.
Я уверена, что у вас красота еще лучше получается. Итак, после вот этих столбиков всех, смотрите, помните, в предыдущем ряду набирали 4 воздушные петельки и воздушную петельку узорчика. Так вот, смотрите, мы, получается, после нашего столбика, столбик в столбик, провязываем воздушную петельку, также столбик с накидом. Потом, смотрите, делаем воздушную петельку, и вот в 4-ю петельку подъема провязываем столбик с накидом, и этим заканчиваем наш ряд. Вот, то есть, чтобы все у нас было ровненько, аккуратненько рядочек. Угу. Вот, провязали. Что делаем дальше? Воздушная петелька, поворот, и сюда же ныряем и провязываем столбик без накида. А теперь смотрите, 4 воздушные петельки. Раз, два, три, 4. И вот, внимательно смотрите. Вот мы, получается, провязывали воздушную петельку, да, и перед воздушной петелькой, получается, был столбик. Вот мы в этот столбик ныряем. Раз. Так. Теперь, чтобы не запутаться, шагаем через один столбик. То есть один столбик мы с вами пропускаем. Следующий столбик опять ныряем. Провязываем неполный столбик. Помните, да? Мы делаем паутиночку. Дальше. Накид. Смотрите. Теперь опять. Вот мы провязали наши 2 столбика вместе. Так. Пропускаем эти 2 столбика. Если как бы как ориентир. И следующий столбик пропускаем. И вот в этот столбик ныряем. И провязываем столбик неполный с накидом. Раз. Дальше. Следующий у нас будет столбик вот непосредственно перед рогаточкой, вот эту ножку рогатки. Вот таким вот образом. Раз. Теперь все провязываем вместе, когда у нас на крючке 5 воздушных петелек. Сделаем паучок. Раз, провязали. И опять 4 воздушные петельки. Раз, два, три, 4. И смотрите, далее мы идем в нашу вот эту арочку, в нашу рогаточку, ныряем, провязываем столбик без накида. Угу. Вот. Вот он наш паучок из 4 столбиков. Идем дальше. 4 воздушные петельки. Раз, два, три, 4. И опять точно так же. Смотрите, вначале будет как ориентир. Вот вторая ножка получается нашей рогатки. Вначале ныряем в нее. Так. Далее один столбик пропускаем, в следующий столбик опять ныряем. Неполный столбик с накидом. Все у нас петельки на крючке держатся. Далее накид. Вот ориентир. Вот наш получается 2 столбика провязанные вместе. Пропускаем. Следующий пропускаем. И потом шагаем в верхушечку, провязываем столбик с накидом неполный. И опять же пропускаем столбик. И вот она наша ножка. Получается рогатки. В нее тоже ныряем. Провязываем неполный столбик с накидом. Вот 5 петелек на крючке. Их провязываем вместе. Раз. Все вместе аккуратненько провязали. 4 воздушные петельки. Раз, два, три, 4. И получается вот наша рогаточка, вот наша арочка. Мы ныряем в нее и провязываем столбик без накида. Понятно? Вот. То есть мы, получается, провязываем с вами точно так же, как вот мы провязывали после вот этих вот столбиков, да, паучки делали. Но тут просто немножко отличается по столбикам, за которым будем цепляться. Ну, надеюсь, все понятно. Давайте до конца ряда, а в конце ряда я вас встречаю. Так, смотрите, вот провязали, получается, до конца, практически, да, до конца ряда. Помните, мы здесь сделали 3 петельки подъема и 1 воздушную петельку. Вот в 3-ю петельку ныряем и провязываем столбик без накида. Все. И вот этот вот, получается, провязали первый вертикальный раппорт узорчика, да, и второй вертикальный раппорт узорчика. Вот, получается, второй, как вот мы провязали, с какими особенностями, вот именно второй будет продолжаться все время. Понятно? То есть это был просто изначально, первоначальный, так скажем, наш узорчик. Так? А дальше вы продолжаете вязать несколько рядочков, точно так же, как мы провязывали с вами вот второй раппорт. То есть сейчас у вас будет 1 воздушная петелька, поворот. Сюда же мы ныряем, делаем столбик без накида и начинаем делать 4 воздушные петельки. Раз, два, три, 4. И ныряем непосредственно там, где у нас был паучок, провязываем столбик без накида. Опять раз, два, три, 4. И вот там, где у нас был столбик без накида, тоже столбик без накида. Поняли, да? То есть все смотрим внимательно, аккуратно, как мы провязывали непосредственно второй раппорт узорчика. И в качестве бонуса я вам сюда поставлю схемку. Да? Схемка свободно ходит в интернете, так что смотрите, вяжите, ориентируйтесь по схемке, перематывайте, если что, видео назад, да, повторяйте. Давайте провяжем немножечко, чуть побольше рядочков и посмотрим, что в итоге у нас получается. Договорились? Давайте встречаемся спустя несколько рядочков. Так, смотрите, какая получается в итоге красота.
Вот такой вот ажурчик, нежненький, аккуратненький получается. Я, конечно, если честно, не знаю, для каких целей надо было вязать вот этот раппорт первый, да. Можно начинать со второго и вот так вот вязать. В первую очередь я вдруг увидела, что это вот должна быть обязательно такая легкая, нежная кофточка. Ну, кофточка может быть с данной пряжи, да, а из хлопочка, что-то такого летнего пряжи, может быть топичек, маечка. Очень интересно, очень аккуратно, очень необычно. Так, я надеюсь, вы видите все прелести данного узорчика. Очень получается красиво. Ну, естественно, же получается он какой у нас? Двусторонний, да? Какая сторона вам больше понравится, такую сторону и вы и берете. Мгм. В схемке, которую я приложила, там, получается, есть еще обвязочка. То есть, если она вам пригодится, конечно, обязательно воспользуйтесь. Вот такая красота. Давайте замерим, сколько же получается такой красоты, если это же пряжа, этот же крючок, да, это же плотность вязания. У нас получается 41 воздушная петелька. Это получается, ну, 16 сантиметров, да, с небольшим каким-то хвостиком. Так. И получается, у меня здесь получилось 4 раппорта. Так, будем считать 4 без первого наборного ряда. Это получается 13 сантиметров. 13 сантиметров. В принципе, я считаю, очень даже неплохо. Но, опять же, это может быть более такая, скажем, ниточка толстая. И вы можете сделать и шарфик, вы можете сделать и снудик, вы можете сделать и кардиганчик. Можете ведь? Можете. Узор будет смотреться необычно. Если использовать это в различных меланжевых ниточках, либо секционного окрашивания, тоже надо будет попробовать. Если кто пробовал данный узорчик, уже вязал, пишите в комментариях, как у вас получилось, что у вас получилось, красиво получилось. Угу. Вот такая вот красота. Еще бы ниточка передавала весь цвет, было бы вообще супер. Итак, я надеюсь, видео вам понравилось, надеюсь, все понятно. Ставьте свои лайки, не забывайте, да, пишите комментарии, подписывайтесь, кто еще этого не сделал, впереди много нового интересного. Нажимайте на колокольчик, так вы узнаете, когда появится новое видео. И под видео находится стрелочка «Поделиться», обязательно делитесь своими друзьями, подружками в соцсетях. Заранее вам спасибо. И спасибо, что досмотрели видео до конца. Всем пока-пока и ровных петелек.